Исследование грудной клетки и легких. Мы расскажем о сборе анамнеза и жалоб, анатомии грудной клетки, а также о методах исследования грудной клетки и легких спереди и сзади с использованием осмотра, пальпации, перкуссии и аускультации. Мы также познакомимся с протоколом врачебного заключения о результатах исследования. В этом видеофильме демонстрируется исследование здорового пациента. В клинической практике очень важно умение отличать нормальные анатомические и вариационные особенности от истинных патологических изменений. Анамнез и жалобы. При первоначальной беседе с пациентом мы преследуем три основные цели: установление доверительных отношений, сбор анамнеза, информирование пациента о характере обследования. Если пациент обследуется у вас впервые, прежде всего необходимо внести его паспортные данные в медицинскую карту. При повторном обращении вы должны выяснить, изменились ли жалобы и появились ли новые медицинские данные. Если пациент обследовался в других учреждениях, необходимо ознакомиться с полученными ранее медицинскими данными, а также выяснить, имеются ли общие или специфические симптомы, связанные с заболеванием органов грудной клетки. Эти симптомы включают в себя боли в грудной клетке, нарушение дыхания, свистящие звуки при дыхании, кашель, кровохарканье. Выслушайте и оцените жалобы пациента еще до начала вашего исследования, после чего подготовьтесь к нему так, чтобы оно стало эффективным и информативным. Анатомия грудной клетки. Итак, сбор анамнеза и жалоб закончен. Вы и ваш пациент готовы к исследованию. Перед его началом обратимся к проекционной анатомии грудной клетки и вспомним основные анатомические ориентиры, используемые при физикальном исследовании органов грудной полости. Внутри грудной клетки находятся легкие и сердце. Ребра также закрывают почки, печень, желудок и селезенку. Грудная клетка состоит из 12 пар ребер, реберных хрящей, грудины и грудных позвонков. Спереди нижний край грудной клетки образован реберными хрящами, его называют реберной дугой. Для точного описания результатов исследования используется нумерация ребер и межреберных промежутков. Спереди одним из важнейших анатомических ориентиров является угол грудины. Для его идентификации необходимо пропальпировать надгрудинную вырезку и переместить пальцы на 5 см вниз. На этом уровне с правой и левой стороны с грудиной соединяются вторые ребра. Итак, мы определили местоположение угла грудины. Второе межреберье соответствует промежутку между вторым и третьими ребрами и находится сразу ниже угла грудины. Для идентификации межреберья нам необходимо определить порядковый номер вышележащего ребра. Начните со второго межреберья и перемещайте свои пальцы от одного межреберного промежутка к другому, смещаясь при этом в латеральном направлении. Сзади нижний угол лопатки обычно расположен на уровне восьмого ребра. Для правильного описания результатов исследования вы должны точно определить межреберья, соответствующие вашим диагностическим находкам. Пропальпируйте 12 ребро и остистый отросток 12 грудного позвонка. Затем переместите ваши пальцы выше, на ближайший 11 межреберный промежуток. Следующим на вашем пути будет лежать 10 межреберье и так далее. Другой способ определения порядкового номера ребра основан на последовательной пальпации остистых отростков позвонков, начиная с наиболее выступающего 7-го шейного позвонка. Дальнейшая пальпация ведется от 1-го грудного до 12-го грудного позвонка. Другими ориентирами для описания результатов исследования служат вертикальные параллельные линии. Средняя грудинная линия, средняя ключичная линия, передняя подмышечная линия, средняя подмышечная линия, задняя подмышечная линия, лопаточная линия и позвоночная линия. Анатомия легких.
При исследовании легких в качестве анатомических ориентиров используются ключицы, межреберья и вертикальные линии. Спереди верхушки легких обычно лежат на 2-4 см выше ключиц. Нижний край каждого легкого по средней ключичной линии достигает 6-7 ребра и 8 ребра по средней подмышечной линии. Сзади нижний край легких расположен ниже лопатки, достигает уровня остистого отростка 10-го грудного позвонка при обычном вдохе и 12-го грудного позвонка при глубоком вдохе. Левое легкое разделено на две доли. Вы видите границу долей левого легкого спереди, сбоку и сзади. Правое легкое разделено на три доли. Здесь показаны границы долей спереди, сбоку и сзади. Один из сегментов средней доли правого легкого прилежит к правой аксиллярной области и выслушивается отдельно. Трахея делится на два главных бронха, правый и левый. Спереди проекция бифуркации находится сразу ниже угла грудины, сзади на уровне третьего грудного позвонка. Дыхательные шумы при аскультации этой области обычно более жесткие. Осмотр грудной клетки. Сообщите пациенту, что вы намерены осмотреть его грудную клетку и попросите его дышать ровно и спокойно, но несколько глубже обычного. Начните исследование с оценки внешнего вида грудной клетки и дыхательных движений. В норме грудная клетка должна быть симметричной, без признаков деформации. Оцените диаметр грудной клетки по ее контуру спереди и сзади. Изменение размеров грудной клетки может указывать на заболевания легких. В данном случае размеры и форма грудной клетки нормальные. Проведите визуальную оценку частоты, глубины и равномерности дыхания. Шум при дыхании может быть вызван патологическим процессом в бронхах или плевре. Воспользуйтесь фонендоскопом для точного определения частоты дыхания. В норме регистрируется от 14 до 20 полных дыхательных циклов в минуту. Внимательно осмотрите шею пациента. Обратите внимание на вид надключичных ямок, а также на контуры грудины ключичных сосцевидных мышц. В данном случае осмотр не выявляет признаков затрудненного дыхания. Пальпацией надгрудинной ямки вы можете определить местоположение трахеи. В норме она расположена посередине. Обратите внимание на цвет губ и ногтевых ложь пациента. Ценоз любой выраженности может быть признаком дыхательной недостаточности. В норме губы и кончики пальцев должны быть розовыми, как у этого пациента. Исследование грудной клетки и легких сзади. Попросите пациента скрестить руки и положить их на плечи. Пациент должен дышать ровно и спокойно. Итак, мы можем продолжить наше исследование. Прежде всего необходимо оценить контуры грудной клетки и убедиться в их симметричности, а также в отсутствии деформаций. Следующим этапом исследования является пальпация грудной клетки с целью выявления зон болезненности или мышечного напряжения. При этом мы также убеждаемся в отсутствии рубцов и других изменений кожи. Для оценки подвижности грудной клетки во время дыхания положите свои руки на поясничной области пациента приблизительно на уровне 10-го грудного позвонка. Попросите пациента сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. При этом ваши пальцы остаются лежать на нижних ребрах и следуют за дыхательными движениями грудной клетки. Вы должны оценить степень подвижности грудной клетки, а также симметричность дыхательных экскурсий. Затем положите свои руки на верхнюю часть грудной клетки пациента и попросите его несколько раз сказать 33. Постарайтесь оценить симметричность звуковой вибрации грудной клетки с обеих сторон на разных уровнях, перемещая руки вниз. Вы можете выявить усиление, ослабление и даже полное отсутствие звуковой проводимости в исследуемых областях. Следующим этапом исследования является последовательная перкуссия грудной стенки.
Перкуссия проводится сверху вниз, поочередно с левой и правой стороны. К грудной клетке должен прилежать только тот палец, по которому проводится постукивание. Этот контакт должен быть плотным, а палец полностью распрямленным. Начав с перкуссии верхушек легких, мы заканчиваем исследование в проекции нижних сегментов. Оценивайте громкость, тембр и высоту отраженного перкуторного звука. По характеру отраженного звука вам необходимо определить, является ли этот звук нормальным для данной области. От неизмененной легочной ткани отражается характерный звук, называемый легочным. При перкуссии над легкими обратите особое внимание на места притупления звука. На следующем этапе исследования вы должны определить подвижность левой и правой половин диафрагмы. Попросите пациента после глубокого вдоха спокойно, не напрягаясь, выдохнуть и задержать дыхание. После этого, перкутируя сверху вниз, по появлению притупления определите положение нижнего края легкого, который будет приблизительно соответствовать положению диафрагмы. Нанесите метку. Попросите пациента глубоко вдохнуть и задержать дыхание. Вновь определите положение диафрагмы и нанесите вторую метку. Повторите это исследование с другой стороны. Теперь мы можем измерить расстояние между верхней и нижними метками на каждой стороне. В норме эта дистанция составляет от 5 до 6 см. Основные и добавочные дыхательные шумы. Важнейшим физикальным методом исследования легких является аускультация. Нормальные дыхательные шумы подразделяются по интенсивности, высоте, продолжительности во время вдоха и выдоха. Звук нормального везикулярного дыхания мягкий и невысокий. Везикулярное дыхание в норме выслушивается на протяжении вдоха и первой трети выдоха. Этот звук определяется практически во всех зонах аускультации. Иногда над грудной клеткой выслушивается бронхиальное дыхание, что является нормальным. Бронхиальное дыхание более жесткое и громкое, чем везикулярное, а его звук выше. Оно часто выслушивается над трахеей и главными бронхами. Звук бронхиального дыхания на выдохе более продолжительный, чем на вдохе. В конце вдоха и начале выдоха бронхиальное дыхание может не определяться. Звуки бронховезикулярного дыхания по продолжительности приблизительно одинаковы как на вдохе, так и на выдохе. Они могут быть непрерывными или не выслушиваться между вдохом и выдохом. Спереди бронховезикулярное дыхание выслушивается в первом и втором межреберьях, сзади между лопатками. Итак, давайте еще раз послушаем звуки нормального дыхания и сравним их. Везикулярное. Бронхиальное. Бронховезикулярное. Добавочные дыхательные шумы делятся на два основных вида. Прерывающиеся звуки, мелкопузырчатые хрипы. Непрерывные звуки, крупнопузырчатые и сухие хрипы. Среднепузырчатые хрипы прерывистые, немелодичные и короткие, как звуки чечетки. Мелкопузырчатые хрипы мягкие, высокие и очень короткие. Крупнопузырчатые хрипы громкие, невысокие и длительные. Сухие хрипы длятся дольше влажных, их звук более мелодичный.
Среди хрипов выделяют более или менее высокие. Высокие хрипы характерны для астмы. Хрипы с низкой частотой звука похожи на шум сильного ветра. Аускультация задних отделов легких. Для аускультации задних отделов легких используется диафрагмальная поверхность стетоскопа. Начните с выслушивания верхних отделов легких и постепенно перемещайтесь вниз, чередуя аускультацию левого и правого легкого. С разных сторон аускультация проводится в симметричных областях. Необходимо оценить продолжительность, интенсивность и высоту дыхательных шумов как на вдохе, так и на выдохе. Определите, какой тип дыхания вы слышите, отметьте наличие или отсутствие дополнительных дыхательных шумов. В каждой точке выслушивания проводится в течение всего дыхательного цикла. Попросите пациента дышать глубоко, вдыхать через рот, а выдыхать через нос. Таких дыхательных циклов должно быть всего 2 или 3, иначе пациент может почувствовать дискомфорт. В случае выслушивания дополнительных дыхательных шумов над этой областью необходимо определить голосовое дрожание. Для этого, продолжая аускультацию, попросите пациента громким и низким голосом несколько раз произнести слова со звуком «Р», например, 33. В норме проводимый на поверхность грудной клетки звук должен быть четким, достаточно громким, низким и симметричным с обеих сторон. Затем попросите пациента несколько раз произнести «И». Когда «И» звучит как это является признаком уплотнения легочной ткани в месте выслушивания. Наконец, попросите пациента сказать шепотом «чашка чая». Как вы только что слышали, в норме четкость и громкость этого звука значительно отличаются на высоте вдоха и в конце выдоха. Эти изменения звука связаны с разницей в его проведении заполненными и незаполненными воздухом легкими. Исследование грудной клетки и легких спереди. Подготовьтесь к исследованию грудной клетки и легких спереди, для чего попросите пациента лечь на спину и дышать спокойно, как обычно. Исследование начинается с осмотра грудной стенки. Обратите внимание на состояние кожных покровов, отсутствие деформации грудной клетки, симметричность дыхательных движений с обеих сторон. Следующий этап исследования – пальпация грудной стенки, направленная на выявление зон мышечного напряжения и болезненности, опухолевидных образований и патологической пульсации. Затем оцените подвижность грудной стенки, для чего положите свои руки на края реберных дуг пациента так, чтобы между кончиками больших пальцев образовался небольшой кожный валик. Попросите пациента несколько раз глубоко вдохнуть, а затем полностью выдохнуть. Наблюдая за смещением своих пальцев, оцените глубину дыхания и симметричность дыхательных экскурсий грудной клетки. Затем оцените голосовое дрожание передних отделов грудной клетки, попросив пациента сказать 33. При этом ваши пальцы должны плотно, но без давления прилегать к грудной стенке и располагаться в симметричных зонах. Для точной оценки голосового дрожания передней грудной стенки у женщин необходимо осторожно сместить молочные железы. Перкуссия передней грудной стенки проводится в симметричных областях и начинается в надключичных ямках в проекции верхушек легких. Оценивайте громкость, тембр и высоту отраженного при перкуссии звука, сравнивая свои ощущения, полученные при перкуссии левых и правых отделов грудной клетки. При определении нижней границы правого легкого спереди перкуссия ведется сверху вниз до появления характерного притупления звука над правой долей печени.
Аускультация передних отделов легких. Для аускультации передних отделов легких используется та же методика, что и при аускультации задних отделов. Определите продолжительность, интенсивность и высоту дыхательных шумов как на вдохе, так и на выдохе. Определите тип дыхания, отметьте наличие или отсутствие дополнительных дыхательных шумов. Звуки, создаваемые работой сердца, не должны отвлекать ваше внимание от выслушивания легких. Попросите пациента несколько раз произнести слова 33. Если выслушиваются дополнительные дыхательные шумы, необходимо определить интенсивность голосового дрожания над этой областью. Запись результатов исследования. Необходимо записать полученные при исследовании данные с использованием профессиональных общепринятых терминов, что очень важно для дальнейшего обследования и лечения больного. Результаты исследования здорового пациента оформляются в виде краткого описания, например, грудная клетка симметрична с достаточным объемом. Легкие хорошо проводят звук, дыхание везикулярное, хрипы и другие дополнительные дыхательные шумы отсутствуют. Подвижность диафрагмы по 4 см с каждой стороны. Итак, мы познакомились с физикальными методами исследования грудной клетки и легких, включая осмотр, перкуссию, пальпацию и аускультацию передних и задних отделов.